Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе «Манас». В прошлых передачах я рассказывал о том, что мною на основе варианта Сагынбаева-Рыжбакова написан пятитомный роман «Манас» на кыргызском языке. И я все эти книги провел через экспертизу Министерства образования, через Академию образования, и эти книги в настоящее время включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса «Манас». Затем я эту книгу для более широкого распространения перевел на русский язык и тоже его включил в школьную программу. После этого, чтобы еще больше популяризировать «Манас» среди школьников, мною были разработаны две рабочие тетради по эпосу «Манас». Один для учащихся 8 классов, второй для 11 класса. И они также включены в учебную программу школы. После этого я открыл интернет-сайт epos-manas.com и там выставил на продажу электронные версии моего романа на кыргызском и русском языках. Кто желает, может там приобрести эти книги. После этого мною было принято решение открыть специальный YouTube-канал, чтобы рассказывать и читать мой роман. Вот видите, сейчас я YouTube-канал открыл, уже в течение нескольких дней рассказываю вам об эпосе «Манас». После этого, для еще большего удобства зрителей, я добавил к своим видеороликам субтитры на 27 языках мира. На английском, китайском, французском и других наиболее распространенных языках мира. Если вы хотите помочь распространению эпоса «Манас», я прошу вас репост сделать этого видео. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы хотели услышать, как улучшить работу моего канала. Затем рекомендуйте своим друзьям, родственникам, близким вот эти субтитры, потому что сейчас, как я говорил, имеются субтитры на 27 языках мира. Поэтому практически любой житель Земли при желании может ознакомиться с моим романом. И мы тем самым, тем больше распространим свой эпос на весь мир. Вот все, что я хотел пока сказать вам по моему эпосу. Ну а теперь мы продолжим читать мой роман. В прошлый раз я остановился на том, что Чирды нашла своего сына Манаса и возвращалась обратно домой, когда им повстречались калмаки. Перед Ардженом, изливавшим свою жесть на Манаса, внезапно выехал на коне Чирды. «Это что еще за баба?» – удивился калмак. На первый взгляд она похожа на кыргызскую. Ты гляди, что делают эти собаки. Теперь не только их мужики, но и бабы спокойно разгуливают по нашей земле не только днем, но и ночью. Разве это не доказательство того, что от калмаков отвернулась удача? К расстроенному и опечаленному калмаку вслед за Чирды на коне подъехал Манас. Эта группка, оказывается, едет не одна, а взяла с собой сына,
со злостью подумал Тарнов. Из-за того, что солнце зашло и наступили сумерки, он сначала не узнал Манаса, но когда мальчик подъехал поближе, Тарган опознал его. «Эй, калмаки, что из мочи!» – заорал он. Именно этот мальчик угробил Кортука. «Если ты правду говоришь, погонь его с матерью в наш аил», – ответил один из калмаков. Наказывать взбесившегося Бурута, оставив одного человека возле верблюда, навьюченного трупом, остальные 6 подскакали к Манасу. «Ненаглядный сыночек!» – горестно крикнул Чирда, не на шутку испугавшись. «Ты понял, что калмахи хотят схватить нас?» «Пускай попробуют», – невозмутимо ответил Манас. «Что ты из-за такого пустяка так переживаешь? Калмака всего лишь 6. Они не смогут меня одолеть. Не 6, пускай хоть 60 придут. Я никому не дамся». Когда один из врагов протянул руку, чтобы схватить поводья коня Манаса, Чирда еще больше испугала. «Что теперь будет?» – закричала в ужасе старуха. «О Боже, спаси нас от беды!» Манас разозлился на среднего роста, смуглого, с морщинистым лицом калмака, напавшего на его лошадь. И, протягивая руку, неверный, заорал он на него: «Иначе умрешь поганой смертью». Манас вырвал из калмака поводья своего коня. Тот заупрямился, что он снова забрать его, протянул руку. Взбешенный мальчик схватил калмака за лопатку, вырвал из седла и ударил стоявшего позади Таргана. Оба упали на землю, и Тарган со словами «Лайла Малу» тут же отдал Богу душу. Увидев, что он не выдержал одного удара Манаса, испуганные калмаки затряслись всем телом. Не смея оказать сопротивление, не желая нападать на Манаса, они кое-как погрузили 2 трупа на верблюда. Не оглядываясь по сторонам, калмаки, что из мочи, пустились на утек свой аил. Добравшись до дома, посеревшие от пыли, бледные от страха калмаки рассказали обо всем односельчанам. Этот сын Бурута не человек, а настоящий дьявол. Он еще одного нашего. Затем, как ни в чем не бывало, спокойно уехал домой. С горечью произнесли они. А Манас, проучив калмаков, вместе с матерью возвратился домой. Жак очень обрадовался, увидев их живыми, невредимыми. «Родненький сыночек, ты вернулся в полном здравии», – запричитал он. «Я не надеялся, что ты возвратишься. Поэтому чуть не сошел с ума и только теперь пришел в себя. До этого я потерял сон и покой. С одной стороны, вы с мамой пропали без вести. С другой стороны, калмаки собрались напасть на нас. Я страшно беспокоился, не зная, что теперь будет с нами». Старик обнял Манаса, поцеловал его в лицо. Не в состоянии наглядеться на него, живого, невредимого, он обратился к Чирде. «Как ты нашла сына? Где он был?» Когда жена рассказала всю историю, Шакыр тяжело вздохнул и понял, что Манас отрезал все пути отступления. Манас крайне осложнил ситуацию, печально подумал старик. Убив двух калмаков, он сполошил осиное гнездо и наступил на хвост дракона. Человек не насытится мыслями, а волк овцами. Разгневанные калмаки теперь не оставят меня в живых. Буду я унижаться перед ними или стану скрываться, все равно не сумею спастись от них. Поэтому надо крепко затянуть пояс, иначе подготовка к сражению с ними. Другого пути нет. И если силы не остановить врагов, то выкупом теперь их точно не умыслишь. Аил, в котором был погибший Кортук, находился в широкой долине, с 2 сторон окруженной невысокими горами. Склоны гор, покрытые густым зеленым лесом, издали своими очертаниями походят на спину прилегшего отдохнуть громадного медведя. Вслед за ними
расположилась гряда высоких, мощных исполинских гор, на вершинах которых зимой и летом не тает снег. На их каменистых склонах не то что деревья, но даже кустарники практически не растут. Здесь господствует царство вечной мерзлоты, тишины. Только время от времени мелкие камушки, вылетевшие из-под капот диких коз, снующих туда-сюда, нарушают покой этих древних гор, переживших столько веков и бывших свидетелями несметного количества веселых и грустных историй. Когда мерную тишину Аила нарушили громкие крики и плач женщин, переполошившиеся сельчане выбежали на улицу. Этот шум разбудил среднего роста, черноволосого, краснолицего голову Аила Такула, мирно дремавшего в своем просторном доме. Чтобы узнать причину переполоха, он поспешно накинул на себя красный чекмень и собрался выйти наружу. Но в это время в дом бежал высокого роста, могучего телосложения, желтолицый, круглолицый Догон. «Что за гвалт на улице?» — беспокойство спросил Такул у него. А Такул тяжело вздохнул, виновато почувствовав свои обвисшие шелки. Догон: «Наши люди привезли тело убитого кыргызами Таргана». Услышав эту новость, Атакул чуть не подпрыгнул на месте и рывком подбежал к Догону. «Что?» — побледнел он. «Кыргызы убили еще одного нашего человека?» «Да», — сдавленно ответил Догон. «Вы узнали, кто посмел поднять на нас руку?» «Да, Таргана убил сын Жакопа, Манас». Манас, убивший Кортука? Он самый. От злости и неописуемой ярости Атакул помрачнел челом и скрипел своими кривыми зубами. Кыргызы чересчур обнаглели, подонки, гневно заорал он. Бродяга, изгнанник Жакоп пришел на нашу землю и разбогател. А теперь, как разжиревшая бешеная собака кусает своего хозяина, начал кидаться на нас. Да, именно это и происходит. Чтобы немного успокоиться, Атакул закрыл свои узкие, как кошки, зеленые глаза. 2-3 раза глубоко вздохнув, он злобно обратился к Догону. «Если не наказать такого взбесившегося пса, он сядет на голову», — сказал он. «Поэтому завтра с утра нападем на Ил-Жакопа, разграбим все и повесим на него выкуп, штрафы. Не удовлетворившись этим, мы им еще устроим невыносимые страдания. Если не проглотим Бая Жакопа или его сына, пусть мы перестанем быть людьми». «Слушаюсь, Атакул», — обрадованно ответил Догон. В долине Каинду наступило утро и только-только начало расцветать. Конный Иманкул рассеянно пас лошадей, которые не спеша ели зеленую сочную траву, вымахнувших в человеческий рост. Полностью невыжившийся конюх сладко зевнул, прикрыв рот ладонью. Внезапно он увидел, как из густого лиственного леса, расположенного на окраине долины, входят конные калмаки, вооруженные луками, мечами, копьями, саблями. Натянув поводья лошади, конюх пристально посмотрел на незнакомца. «Боже упаси!» — с беспокойством подумал он. «Эти калмаки едут неспроста. Дай-ка я зайду в ущелье, никому не показываясь на глаза, и хорошенько спрячусь». Испуганный Иманкул повернул лошадь и поскакал прочь в укрытие. Через некоторое время из леса выскочили 700 калмакских воинов, выступивших в поход, чтобы отомстить за смерть Кортука и уничтожить кыргызов. Из них 300 человек были односельчанами Кортука во главе с Атакулом и Догоном. Остальные 400 были пришедшими на помощь калмакам богатыря Намабиля из Алтая. Когда воины двух богатырей спустились в долину Каинду, увидели несметное количество лошадей. При виде легкой добычи у них радостно заблестели глаза. «По-моему, это скот Жакопа!» — крикнул воин в атаку, сдвигая на затылок свой синий шлем.
если не его, то еще какого-нибудь другого Бурута. Ограбим лошадей и после этого отправимся мстить за Корка. Что вы на это скажете? Согласны? Жгите, вперед! Дал команду рослый, широкоплечий, смуглый домобиль. Кто откажется от халявы? В мгновение ока калмаки напали на беззащитных животных и табунами начали угонять их. Долина заполнилась ржанием лошадей, звоном стремян, криками калмак, громко переругивающимся между собой. Алтайские калмаки, опередив соседей, отделили большую часть 8000 табуна и через перевал погнали к себе домой. Недовольствуясь этим, они насильно отобрали лошадей, доставших на долю манжуйцев, и начали их также гнать в Алтай. Разозленный тем, что они остались совсем без добычи, Атакул обратился к стоявшему рядом домобилу, облаченному в синий панцирь. «Эй, манжуйцы, погиб наш богатырь! А что с вами, алтайцы, случилось?» – спросил он. «Вы все забираете, ни с кем не считаясь. Если возьмете от этого бесходного скота 2000, разве вам этого недостаточно?» Атакул правильно говорит, поддержал его слова раздраженный Дагон. Этот Бурут думает, завтра не станет пустить и подвергать нас беде. Отчаявшись, Жак, если не сможет ничего сделать, разве в один прекрасный день не пойдет жаловаться бежен, не накажут нас? Разве излишне взятые лошади не принесут нам страдания? А алтайские калмаки скажут, что не брали ничего, и отвергнет, поджав хвосты. С этими словами Дагон стал обратно заворачивать лошадей, которых гнали алтайцы. Разозленный этим, домобил подскакал к нему. «Ты, Дагон, никого не останавливай!» – заорал он. «Добыча принадлежит тому, кто его взял, а вы к тому, кто за ним погнался». «Верно», – согласился Дагон, – «но всему есть предел. Вы взяли себе достаточно лошадей, поэтому прекратите этот грабеж. Если ты сам вызвал на помощь, то не командуй надо мной!» – крикнул ему побледневший от злости домобил. «Или это неправда, что ты меня позвал?» «Правда. Если это так, оплати мои расходы. Я из-за тебя натерпелся мук, непрерывно гоняя лошадей по дороге», – произнес еще больше разгневанный домобил. Он зло схватил лошадь Дагона за поводья и дернул ее к себе. «На, выкуси это!» Дагон как следует обматерил алтайца. «Вот сволочь! Я к нему пришел на подмогу, а он мне показывает свой член. За такую подлость я разобью тебе селезенку!» – заорал в конец рассерженный домобил и ударил его острой секирой. Дагон успел повернуть голову коня и отскочить, так что домобил промахнулся. «Эй, манжуйцы!» – крикнул своим воинам Дагон, едва избежавший смерти. «Бейте алтайских калмаков, отберите у них лошадей, а их сами гоните обратно в Алтай». Манжуйские алтайские калмаки, ехавшие, чтобы ограбить кыргызов, начали сражаться между собой. В долине стали громко ржать кони, сверкать секиры, меч, биться друг от друга копья, и конные воины вступили в кровавую смертельную схватку. В конце концов, воспользовавшись своим численным превосходством, алтайцы домобила начали одерживать верх и теснить манжуйцев в сторону Михаила. «Убивайте сволочей, устройте им кровавую резню, возьмите их девушек, женщин в плен, только после этого успокойтесь», – грозно крикнул домобил, ехавший впереди алтайских калмаков, потрясая секирой, подгоняя своих сородичей. Когда они перешли в атаку, манжуйцы не выдержали натиска. Повернув лошадей, они пустились на утек в сторону своего аила. Алтайские калмаки, сгоняя за манжуйцем, окружили их аил и начали подряд кормить врагов. Аил наполнился плачем, криком, мольбом о пощаде, ревом коров, жалобным влиянием овец, диким ржанием напуганных лошадей,
громким лаем собак и смрадом горящих домов. Манжуйцы, рассчитывавшие отомстить за порт, как получить за ним выкуп, начали истреблять своих же алтайцев. А им защищали не только воины манжуйцев, но и их матери, одетые в длинные платья, а также сестры в красивых камзолах. Они взяли в руки кинжалы, топоры, бесстрашно стали отстаивать свои дома. Но, как ни старались, манжуйцы не смогли устоять перед алтайцами. Их воины начали массово погибать, а девушки, молодухи пали жертвами острых пик и стальных мечей. Оставшиеся живых стали легкой добычей алтайцев. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я желаю вам всех успехов. До свидания, до новых встреч.